Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление внешней информацией. В данном случае речь идет о том, что рассматривается вопрос управления самой внешней информацией, а также посредством использования внешней информации. То есть здесь необходимо разделить область восприятия, где есть внутренняя информация, есть внешняя. И в связи с этим детализация данного метода заключается в том, что в момент разделения на внутреннюю и внешнюю информацию возникает создание физического тела человека и всего мира, в котором физическое тело человека живет, развивается. То есть в данном случае речь идет о том, что возникает одновременно действие в управлении, где логически понятно, что когда вы делаете именно разделение на внутреннюю и внешнюю информацию, то вы, конечно, входите в систему мироустройства. Потому что, в принципе, можно взять какой-то внешний оптический элемент, считая, что он является внешним, да, с точки зрения информации, и придать этому элементу какие-то свойства. Но в данном случае я говорю о том, что вы занимаетесь внутренними задачами личности. Вот личность может дифференцировать внешнюю и внутреннюю информацию в зависимости от структуры личности. Вот почему, например, Бог является личностью человека? Потому что он определяет личностный фактор управления, и именно личностный фактор дает возможность развития мира как такового, там, где заложены элементы, например, развития человека, то есть его конкретный путь, его здоровье, его структура управления и так далее. То есть фактически уровень судьбы человека, причем такой уровень, который можно видоизменять. То есть судьба человека определена также в виде некого свечения, да, будущих событий, предположим. И данное свечение — это есть определенные фактически действия, так скажем, да, система действий, то получается, что вот эта вот жесткая фаза управления, когда вы начинаете рассматривать это управление именно как все-таки структуру внешней информации, то вы должны сначала выделить определенную границу, что есть внешнее управление, то есть как распознать, да, человеку свою судьбу. Для этого он должен увидеть информацию и суметь в виде свечения эту информацию преобразовать в нужное русло, например. Да? И получается, что он же должен каким-то образом к этой информации как бы откуда-то перейти. То есть откуда-то как бы смотреть, да, на этот оптический уровень. И получается, вот платформа это откуда, или, так скажем, внутреннее состояние, или характеристика личности даже больше здесь вот так выявлено это движение управления. Значит, эта структура человека, она дает возможность именно выделять в действии, то есть в зависимости от именно как бы характера человека, от характеристики личности человека, человек может вполне делать управление именно такого плана, что вы получаете сразу же, практически и действия, и как бы человека одновременно, то есть себя одновременно. Вот это и есть действие Бога. То есть Бог делает управление так, что есть мир и есть действующее лицо в этом мире. То есть для Бога любой элемент реальности, он практически однотипен в макроустройстве. Поэтому получается, что действие одновременно — это есть внутренний стимул разделения. То есть здесь возникает элемент в разделении как элемент стимула разделения. То есть для чего вообще нужно разделять внутреннюю и внешнюю область? Потому что есть внутренние мотивы, есть какие-то внутренние желания, есть внутренняя структура личности, поэтому и управление всегда различно. Да? И исходя из этого вы уже можете видеть теперь уже линии связи оптические, которые вы организовываете в виде, например, как горизонтально-духовных связей, так и вертикальных действий души. То есть там идет преобразование такое, что как зеркальное отображение фактически вот это выглядит, эта структура, где уровень горизонта — это есть вертикальный уровень, то есть это есть измерение
уровня света, идущего вдоль тела, то есть горизонт вдоль тела. И получается, что вот это вот разделение, значит, это есть то, что вы можете, например, таким образом, ну, преобразовать, что ли, в мышлении, что ведь для Земли горизонт — это есть поверхность Земли, например. То получается, для восприятия человека горизонт, ну, например, вдоль тела человека. И вот это вот разделение, оно преобразуется в то, что вы видите, например, как организовывается структура Луны, как организовывается там структура Солнца и так далее. То есть вы можете видеть принцип организации планет, ну, как внешней, например, системы по отношению к Земле. И дальше можно видеть, что через внешние системы можно осуществлять управление, например, на Землю. То есть использование внешней информации для управления. И, кстати, при лечении определенных заболеваний, где есть там костные травмы различные или какие-то жесткие, ну, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, именно, в общем, здесь получается в том состоящее, что вы имеете, например, ну, как бы повышенную структуру жесткости на информацию, то есть некий перелом, если даже, да, но такого плана, что информативный уровень управления, он показывает сложность, ну, предположим, восстановительного цикла. Тогда получается вот управление лучше делать именно внешне, через внешнюю систему управления. То есть некий объект, там, например, Луна или там Венера, да, или просто любой внешний блок информации, в данном случае это есть внешняя система, где есть время, есть, например, там пространство времени, а есть, предположим, время-пространство. И когда вы начинаете какими-то понятиями пользоваться, если вы смотрите на время как на пространство, пространство времени в оптике — это просто свечение, пространство — некое свечение, и это есть время, например, да? А если вы смотрите через структуру пространства времени, то получается, что вот, например, время-пространство — это время нахождения какого-то объекта пространства в данной точке, да? Это тоже может быть вложен такой смысл. А, например, если вы рассматриваете именно все-таки пространство времени как объективную величину, то получается, что как бы вроде бы одно и то же понятие, да, во многом, ну, схожее, по крайней мере, в этих двух фразах, имеет разный смысл в познании с точки зрения, например, человека, и разный смысл в действии Бога, потому что пространство времени — это есть как бы созданная Богом величина, и человеком одновременно он может воспринимать время, а может вообще-то его не воспринимать, если он никуда не торопится, ему время не нужно. А время, пространство — это есть все-таки динамическая система, которая как бы одновременно и раскрывает пространство, и фактически создает характеристику жесткую. Ну, например, там, время существования какой-то области пространства, предположим, капли дождя, пока дождь, значит, падает на землю. И получается, что мы можем путем как бы, даже как бы фразеологических, да, действий получать различия в информации с точки зрения различных областей. То есть придавать функции внешней, внутренней области с точки зрения как бы вертикальной проекции, ну, некого вертикального пласта. Так вот, при лечении, например, очень, ну, сложных хронических заболеваний или при решении сложных социальных конфликтов, здесь вполне можно пользоваться именно структурой, значит, переструктуризации, так скажем, информации из внешней во внутреннюю систему личности. То есть как только человек, например, воспринимает информацию как личностную, то есть доводит до как бы сведения своей личности, а личность уже начинает вырабатывать решения, то достаточно привести информацию в личный план. Тогда решение будет правильным. То есть личность в силе изменить систему управления. Ведь Бог как личность меняет только своим фактом отношений и присутствия. Поэтому получается, что вы можете привести к своей личности какую-либо внешнюю информацию и получить структуру управления уже потому, что ваша личность готова, она по образу и подобию Божьему имеет полный механизм как бы реагентности, решения данной проблемы. И в связи с этим здесь получается, что когда вы делаете управление, например, в бесконечное развитие, то
личность уже готова и знает все пути решения, потому что личность, она бесконечна, так же, как и личность Бога, имеет бесконечный статус развития. Поэтому можно брать, например, такую структуру действия личности своей, как будущее развитие, и, исходя из этого, получать, например, информацию по конкретным точкам, но уже личностного плана, своего развития. Например, в данное время, как и где находиться, да, ну, как бы вам необходимо, ну, понятно, есть социальные какие-то дела обычные, а можно, например, ну, задать функцию нужности нахождения в данном месте и в данное время с точки зрения, например, спасения всей цивилизации. Тогда получается вот задать эту функцию, то есть как бы они вспомнить, да, то есть не то, что там искусственно ее там придумать и нарисовать, например, там в управлении или на бумаге, а потом как-то ее расширить, а на самом деле именно вспомнить. Здесь возникает элемент вспоминания состояния Бога в момент создания, например, мира или личности. А когда Бог создает вашу личность, Он все равно имеет мир для вас. То есть внутренний и внешний, там землю, и также есть там пространство, да, и внешний мир, он есть система связи. То есть вы можете проследить, где в этом мире Земля связана с небом, например, да, с какой-то галактикой или с какой-то молекулой, отдаленной в галактиках, в разных. То есть вы можете отслеживать личностное действие Бога. И когда вы видите эти линии перемещения Бога, вы видите, что Бог, Он действительно имеет там физическое тело человека, потому что здесь можно работать только физическим телом человека. Восприятие человека это есть также действие Бога. И вы начинаете уже приходить к себе, к своей личности, вот как Бог создавал ваше восприятие, почему именно такое, в чем индивидуальность, да, вашей личности. И когда вы начинаете уже к этому, ну, как бы подходить ближе, то возникает такой элемент, что индивидуальность вашей личности это есть тот факт, ну, который вам как бы само собой как бы известен, то есть это как само собой разумеется. Вы индивидуальны для себя лично. Но вот это есть точка, где внешний и внутренний мир, да, вашей личности, а реально, кстати, и физический, и мир в этой же точке, он входит в систему управления, где как бы для восприятия вот различия между макромиром и микромиром, они исчезают. То есть там только видна динамика связи, именно динамика. И по динамике, то есть по движению, можно определить, где вы находитесь. А вот эта система, это и есть то, как вы воспринимаете это движение, то есть по характеру движения вы можете понять, о чем речь. А это, вообще говоря, управляемое ясновидение, по сути. То есть вам не обязательно распаковывать объекты исследования, да, смотреть, где и что, а вы в этот момент знаете, что и где происходит, потому что вы именно смотрите в структуре, где как бы внешней и внутренней реальности вообще-то нет. То есть это есть просто информация, да, знание. И вот это вот знание в чистом виде, фактически, ну как бы в чистом виде, потому что это нельзя сказать, что это абсолютно, ну там, исключительно истинное, да, для данного момента знание, потому что знание многообразно, и в данном случае речь идет о знании управления. Абсолютно истинное знание может знать исключительно только Бог, который делает действия для всех сразу и спасает всех одновременно. Да? В этот момент он имеет знание для всех. Вот, чтобы действовать подобно, то нужно как бы прикладную систему знания, то есть, например, действие по частной задаче, но через спасение всех, суметь сделать данное знание всеобщим, некое локальное действие знания. Тогда получается, что чтобы так происходило, знание должно быть совмещено как всеобщее, так и частное, и самым идеальным элементом совмещения является тело человека. И поэтому, если мы рассмотрим на, ну, как бы систему, что ли, действий, да, по телу человека, как есть внешние органы, да, так есть и внутренние органы, то получается, что взаимодействие внешних органов с точки зрения восприятия других людей, то есть это контактная система, да, внешний мир, внешние органы взаимодействуют с внешним миром, то внутренние органы должны быть связаны через структуру, например, там, духовного развития, да, человека.
То есть дух — это система преобразования внутренних систем, ну как бы внутренних органов в действии бесконечного развития во внешние органы. То человек, по сути, тоже неразрывен. И когда вы начинаете рассматривать структуру таким образом, то очень просто можно, например, там, излечиться путем концентрации, там, как казалось бы, просто на коже, да, там, ну, как бы мизинца, или же на любом другом участке. То есть внешняя система является отражением внутренней, да, и наоборот. Значит, но вот когда мы говорим наоборот, мы попадаем в понятие внутреннего мира человека. А здесь получается, что когда человек рассматривает свой внутренний мир, то он всегда к нему идет дольше по времени. То есть внешний мир, он понятен, он может быть даже также миром чувств, там, например, да, зрения, физическим миром, но внутренний мир — это как бы более длительный путь, как правило, да, в логике восприятия. Так вот, чтобы осмыслить действие внутреннего органа, получается, что мы делаем переход от всего внешнего мира во внутреннюю среду. Как делает Бог, когда смотрит на человека? Он воспринимает все сразу, в том числе действия данного человека в бесконечности и задачи этого человека. То есть задачи Бог формирует тем, что Он на человека смотрит и видит сразу и задачи, и действия. Для него внешние, то есть, например, ну, задачи, да, и внутренние — это действие этого человека. Часто это одно и то же. То есть человек для него — это личность, которая существует, например, там, вне времени, да, вне пространства, в первичном восприятии Бога. И поэтому, как ну, Бог считает, что человеку на самом деле несложно научиться. Достаточно только понимать законы связи, вот, информации, пространства, себя во внутреннем уровне, да, внешней информации. Так вот, чтобы управление производилось внешней информацией как бы для автономной такой системы, как человек, то человек может преобразовывать, просто понимая, что любой импульс, по аналогии с тем, как он сам устроен, может быть связан с любым другим такими же системами связи. То есть внешняя и внутренняя система. Тогда получается, что любую бесконечную систему можно на управление приблизить практически в самое удобное для вас действие. Потому что если есть такая система преобразования, она действительно существует, то получается, что повлиять, например, на состав, например, атмосферы или какого-то газового образования отдаленной звезды можно, если вы работаете в этой приближенной области, например, возле своего физического тела. Для этого просто нужно знать уровень перехода вот этой внешней системы во наш, ну, как бы, практически, ну, тот уровень реальности, да, который приближен к нам, или же больше в наш уровень, как бы более коллективный уровень восприятия. Но часто он, в общем, может быть индивидуальный, то есть только ваш уровень восприятия. Так вот, для чего делается внешняя система, как бы, я назвал нашего уровня, то есть совместного, коллективного уровня, то, что воспринимается многими или там всеми одинаково, и внутренний уровень. То есть почему Бог создал такую систему, ну, в разнице, да, именно как бы есть коллективный подход, а есть внутренний. Потому что внутренний подход — это ваша личная индивидуальность, и при этом вы получаете абсолютную устойчивость в достижении бесконечного развития, когда видите внутреннюю линию, например, там, своего развития, в том числе бесконечного. Вот здесь, кстати, можно сказать, что в том числе бесконечно, потому что изначально вы все равно бесконечны. И поэтому получается, что здесь основной контекст управления — это есть решение ваших личных задач. А бесконечное развитие — это, ну, как бы считается само собой. То есть, когда вы как раз-таки разделяете внутренние и внешние системы для макроспасения, например, то там видно, что вот вечное развитие — это всего лишь навсего, в общем-то, один из частных элементов. А Бог, Он также и устроен, ведь для Бога вечное развитие — это все равно, что и разовое действие по статусу. Он ко всему относится одинаково. И получается, что когда разовое действие, ну, как бы как внутреннее, да, текущая система, совмещается с бесконечным уровнем, ну, в общем-то, некой тоже там сферы информации, причем такой, которая
значит, при совмещении создает человека, например, да, то есть ну, может вывести на уровень самого создания Бога, то получается, что любая конечная величина, совмещенная с бесконечной, дает тело человека. И поэтому, чтобы изучить с этой точки зрения тело человека и суметь управлять там, процессами для обеспечения именно реально вечного развития, нужно сделать так, что рассмотреть, какие элементы соприкасаются с вечным уровнем информации, а какие элементы тела имеют контакт как бы разовых действий. Да? Почему человек себя воспринимает дискретно и считает, что вот так действительно все происходит как бы часто линейно, что если человек родился, то есть всегда земля и так далее. Это действительно так, но для Бога каждый элемент реальности практически существует независимо его восприятия. И поэтому каждое следующее движение человека – это новое движение. То есть человек себя самоорганизовывает где-то постоянно. Но где, понятно, он в душе себя все время самоорганизовывает. Так вот, чтобы себя организовать системно и правильно, он должен видеть, какой элемент связи является элементами, например, связей, где присутствуют элементы, например, только вечности, а какой элемент проявлен в динамике. Элемент, например, действия, ну, как бы конечная величина и вечная. И вот когда вы начинаете анализировать это с точки зрения человека, внутреннего строения человека, и его действия в бесконечность, то получается, вы очень четко видите, например, почему вот в данное время вы делаете какое-то движение, например, там, рукой, физическим телом, и вы начинаете осознавать связь внутреннего уровня, ну, то есть как бы практически внутреннего строения человека с тем, что сейчас вы делаете, и очень четко начинаете видеть работу каждого органа. То есть вы начинаете видеть, как регулировать себя с точки зрения вечного развития. То есть вы встаете на поток фактически вечности и по нему идете. Вот в этот момент вы действительно являетесь вечным человеком, и, значит, как только, например, там, в бытовом уровне вы начинаете как бы отвлекаться, да, больше, это напоминает как бы то, что вы это увидели, узнали, и как бы дальше это становится само собой. Но вот в отличие от того, что для обычных явлений это действительно так, и не обязательно об этом вспоминать, то здесь достаточно только помнить это состояние. Когда вы начинаете помнить, вы очень четко дифференцируете, какой элемент вашего тела, например, соответствует только величине вечности, как внешней величине, например, а какой только элементу действия. Но тогда вы можете элемент вечности перевести во внутреннюю величину, то есть получить как бы из него локальный элемент, ведь действительно в вечном уровне всегда существует место локальному действию. То, как бы на логике, соединив эти системы, вы можете увидеть принцип организации логики с точки зрения внешней, внутренней системы, с точки зрения достижения, например, обязательного акта спасения всех. Причем в каждом действии человека, во внутреннем, внешнем, там, например, где побудительные мотивы, это есть мотивы личности человека, сопоставимые с личностью Бога, где вы видите, что личность Бога, это, например, можно здесь рассмотреть как бесконечная величина, а человека как уровень, который как бы выполняет, да, задачу Бога, фактически так и есть. Человек выполняет задачу Бога по бесконечному развитию. Но получается, что раз так, то там какие особые проблемы, человек, конечно, может научиться и спокойно делать как бы то же самое в структуре, по крайней мере, вечного развития. То есть умение соединять вот эту бесконечную вечную информацию с локальным уровнем, и практически это мощный уровень как для излечения, как для восстановления физического тела, например, человека при различных ситуациях, с точки зрения того, чтобы сделать профилактическое управление и не допустить какой-то ситуации. И получается, что здесь мы имеем дело с тем, что как только вы начинаете дифференцировать вот эту вот своеобразную такую мобильную динамику, да, в вашем сознании, то вы очень четко видите, как уже помочь всем людям сразу причем. То есть стоит только понять себя, сразу понятно, как любому другому человеку или всем людям сразу помочь можно.
И здесь очень четко выявляется такая позиция управления, что вы прежде всего рассматриваете свои какие-то личные часто задачи. Так вот, личное — это есть приближение к вам. Когда вы начинаете анализировать, почему вы приближаете к себе какой-то элемент информации для работы с ним, то вы видите задачу Бога сразу же. То есть вот есть первый элемент, некое свечение, что, например, есть ваша задача в текущее время. Так вот, видно, как Бог перед вами ее ставит. То есть можно заметить, как это происходит. Например, смотрите на информацию, вначале вроде бы фон, да? Потом видно, как рука Бога, так скажем, берет и ставит перед вами какой-то объем. И тогда вы можете, первое, посмотреть на Бога, но получается, что он же занят в логическом представлении, у него много дел, а у вас есть задача, и вы понимаете, что это задача от Бога. И тогда здесь вы делаете, например, следующее движение, настроенное на внешнее управление, то есть вы берете задачу, начинаете ее решать, или внутреннее управление. Это вы стараетесь понять, где Бог в этот момент. То есть каково было движение, например, его руки, как он вообще вам информацию поставил, но тогда вы попадаете в систему тех связей, что Бог может, например, в этот момент что-то делать, в вашем же развитии, и с точки зрения человека вы получаете линейную систему времени. То есть вы видите, что внутренний путь, это получается, в том числе, можно так здесь тоже выразиться, это путь к Богу. То есть когда вы начинаете изучать себя, глубже попадать в структуру своего управления, стараться понять внутренние связи личности или хотя бы состояние личности определить в момент управления. То есть состояние это обычное, то есть глубокий уровень восприятия сознания, или он какой-то поверхностный, который не требует концентрации особой, или же состояние, связанное с состоянием каких-то галактик, каких-то более ранних дел. Оно, как правило, это состояние приятное, личность, она всегда для Бога находится в гармонии с собой. То есть есть такой уровень, что можно увидеть это соотношение. Часто люди не воспринимают именно такую структуру личности. На самом деле она для Бога всегда существует. И если на нее посмотреть, то путь к Богу — это и есть путь к себе, по сути. Потому что личность ваша находится в принципе там же. Потому что вы же ставите фактически просьбу получить задачу, вы ее получаете. Когда вы ставите, вы должны сначала посмотреть, как Бог сделает. То есть действие Бога вы сначала воспринимаете, предугадываете, или часто смотрите напрямую, скажем, через управляющее сновидение, и получаете, что вот именно действие Бога это есть ваше желание более раннее. Тогда получается и, например, осуществленное Богом в данный момент. Да? И получается, что здесь вы можете проанализировать, почему вы это раньше сделали, то есть почему вы поставили для себя такую некую внешнюю задачу. Да? То есть для себя, именно с точки зрения внутреннего восприятия себя. То есть именно когда вы воспринимаете себя через свой внутренний мир. Но в данном случае есть абсолютная гармония личности, так скажем, она бесконечная. И вы можете спросить, что заставило вас данную гармонию отвлечь, в момент действия. И тогда вы начинаете видеть, что Бог, Он все время находится с вами в диалоге определенном. Этот диалог, он на том базируется, что вы постоянно определяете свое отношение к реальным задачам этого мира, именно к реальным. И когда вы начинаете разделять, то опять возникает именно задача точности разделения. То есть, чтобы, например, продиагностировать какой-нибудь отдаленный объект информации точно, получается, нужно сделать так, чтобы вы понимали вообще, где этот объект находится в истории информации. Чтобы его найти, его надо сделать в принудительном порядке, с точки зрения восприятия, внешним для себя, с одной стороны. Но с другой стороны, вы можете диагностировать точно, когда объект находится в вашем внутреннем мире. То есть он неразделим
ну, как скажем, с вами на уровне вашего интуитивного или там полевого уровня восприятия. Ну, как бы продолжение ваших знаний — это и есть сам объект, то есть вы неразрывны. Получается, с одной стороны, вы делаете усилия, чтобы объект был внешним, да, а с другой стороны, он все время с вами, да, внутреннее состояние. И в этом есть точность диагностики. И тогда вам понятно именно вот это колоссальное усилие Бога, первичное, которое Он сделал для создания мира. Он сделал мир внешним. И получается, что Он должен был очень сильно ну, как бы нагрузить от себя управление, чтобы придать свойства именно ну, как бы неких внешних объектов миру. Так вот, получается, что вот это преобразование проходило вокруг физического тела человека. То есть физическое тело — это есть критерий, вокруг которого и происходит преобразование любых систем. Когда вы начинаете это понимать, то вы видите, что Бог создал специально так вашу систему восприятия по тому же подобию, как и у Него в момент действия по макроспасению, что вы начинаете видеть, что приближенная система информации, то есть то, что находится как бы возле вас, какие-то молекулы, какие-то светооптические системы, это есть действие, где вы фактически формируете события как бы на локальном совершенно уровне. То есть прямо в геометрии видите, какое свечение соответствует какому событию, и не притрагиваясь к этим событиям, формируете себе следующий уровень развития. То есть одно дело видеть события и как бы участвовать в первичном формировании, например, на микроуровне, на своем восприятии. Ну, там, например, в каком-то полевом больше уровне или там в определенной области действия, локальной. И тогда получается, что здесь возникает очень важная характеристика личности. Личность может рассматривать внешние события и фактически, не притрагиваясь к ним, ну, как бы управляя уровнем души, например, или уровнем духа, уметь формировать события, потому что личность находится здесь, то есть в уровне, который еще более, ну, как бы приближен, получается, к вам же, но с точки зрения радости, общения и встречи с Богом в любом действии. Вот когда человек научится воспринимать в любом действии именно встречу с Богом, то получается, что его радость, ну, такая совершенно внутренняя, совершенно такая основательная, это и есть точность и правильность реализации любого действия, то есть, в принципе, любого спокойного действия. Там, где не проявлена вот эта система именно в прямом виде, да, как именно радость, но вы видите, что подтекст события — это и есть радость. То есть это есть то, что создает, ну, например, там, можно так сказать, счастье, радость, и это создает объект информации. То есть вы начинаете понимать, как Бог создавал мир из человеческих чувств, из именно человеческой реакции. И тогда будет понятно, что вот умение сделать действие во внешнюю среду, то есть сформировать правильное действие, именно это действие выглядит как действие, направленное и реализуемое во внешней среде. Получается, это умение, это есть именно умение создавать мир в том уровне, вот, который является там всеобщим, гармоничным и именно обладающим свойствами, нужными для вас. То есть, если рассмотреть, например, просто как физическую модель мир, то получается, что реализация событий — это свойство данной модели. Ну, как бы, как из пластилина лепится некая система управления всеобщей, и она имеет подсистему, это реализация ваших задач. Так вот, свойство этого, так называемого, ну, скажем так, пластилина условно, или просто некой физической модели, заключается в том, что вы можете сразу заложить функции реализации модели как бы до ее построения. То есть есть область, где это все построено, это есть область самого Бога, там, где Он действует, вообще говоря, находится. Здесь вот есть принципиальная разница вообще-то в том, что действие Бога — это одно, нахождение — это другое совсем. Для человека так может быть. И получается, что когда вы видите реализацию своих систем через макроуровень, то вы видите и нахождение Бога, и Его действия. Почему вот уровень действия через всеобщее спасение точно определяет ваши координаты в этом мире, как по отношению к себе, так и по отношению к Богу. То есть вы очень четко начинаете видеть
что Бог, Он фактически за счет того, что вы начинаете как бы чувствовать и понимать, где Он находится вот в данный момент, Он дает фактически вам уровень, ну, самопознания, по сути, где внешняя бесконечная информация переходит как бы в силу внутреннего действия. Ведь для того, чтобы вы сделали управление и было реальное отражение в реальности этого управления, то есть повлияли, да, на физическую, например, реальность или даже на информационную, нужно создать некую концентрацию, да, некую там энергию своеобразную. И при этом это не обязательно там силовая некая энергия или как бы плотность какой-то имеет значение, а именно знание, то есть понимание ситуации, это и есть создание ситуации как бы в будущем. То есть вот здесь четко видно, что вы все-таки в большей степени создаете, чем, ну, как бы делаете некую коррекцию, да? И когда вы видите вот эту разницу между созданием и коррекцией, то здесь также проявлена система внешний уровень, например, создание, коррекция, статичный внутренний уровень, то есть фиксируемый уровень. Внутренним является то, что вы фиксируете жестко. А внешний может быть видоизменен. То есть некая неопределенная часто величина – это создание. И вот эта система получается, ну, как бы некая такая физическая модель, да, которая работает на ваши задачи, она такова, что вы можете очень четко сразу воспринять практически задачи всех других людей. Суметь помочь и суметь, если нужно, направить именно на макроразвитие там, в тех системах, где, например, ну, неактивно, предположим, этим занимаются, или, предположим, нужно вообще, в принципе, информацию предварительно довести, да, до какого-то региона или человека. То есть, например, человек не знает об этом. Так вот, в этом уровне моего учения здесь видно, что можно сделать один импульс точный, да, на всю Землю или там, на всю макрогалактику, на весь мир, и мы получаем вполне совершенно точное действие в уровне вашего личного управления. То есть вот эти, ну, своеобразные такие отростки, да, частных задач управления от макроуровня, это и есть то, что ваш так называемый, ну, как бы такой, назовем так, уровень именно локально выраженный в виде области, как, ну, как некого отростка, да, он фактически сразу же переходит в макросистему. То есть вот когда вы смотрите на свою задачу, вы можете видеть только в информации, в данном случае по данной технологии, значит, там, предположим, область своей задачи, но если вы постараетесь найти что-то кроме этой задачи, да, то вы увидите сразу весь мир целиком. Поэтому Бог и создал такой правильный мир, потому что у него нет разделения между своими задачами и задачами мира по бесконечному развитию. То есть у него такая же система восприятия, но ведь для Бога она реализована сразу в действии. Когда Бог думает, это совершается. И получается, что мы видим здесь причем ту структуру, что совершается, кстати, именно в созидательном всегда плане. Когда мы имеем некую деструктивную систему, то это в большей степени как бы, ну, некие отростки, созданные, да, людьми в этой модели, но которые не проявлены в четкой мере по задачам Бога, именно по задачам, например, вечного развития. Да, получается, они могут приводить к неким деструктивным явлениям. А для Бога задача там такова именно, что Он старается свою систему управления, мировосприятия передать всем людям сразу причем. И вот эта вот система передачи всем сразу, иначе делать задачу все равно нельзя, потому что можно, конечно, там, научить миллион человек, но ведь если знания не передавать одновременно, как вот в школе, то получается, что кто-то может там выучить, а кто-то может как бы отстать, да, и так далее, чего непозволительно, особенно в условиях, возможно, глобальной катастрофы. Поэтому сейчас знания передаются одновременно. И одновременность — это очень четко выявленная как внешняя, да, так и внутренняя действие. То есть внутренняя система такова, что человек должен обязательно освоить, а внешняя, что она должна быть, эта система одинаковой. То есть при условии огромного количества или бесконечного количества знаний
человек обязан освоить их одинаково с точки зрения скорости, с точки зрения реализации задач. Самый простой вариант через макроспасение делать всем одно и то же, и получается, что здесь все сбалансировано. Все занимаются макроспасением или решением частной задачи через макроспасение. Получается, что вот именно обобщенное действие достаточно четко проявлено здесь. То есть здесь понятно, что это действие есть внешнее действие. Но когда вы приходите к личным задачам, то вот здесь вот в данной системе управления важно выработать то, что вы при переходе к личным задачам можете от макросистем иметь уровень как бы дискретный, то есть вести луч к своим задачам как бы с некими дискретными значениями, но можно сделать луч устойчивым, то есть как бы вертикально или там горизонтально устойчивым. При этом тогда сразу ясно, что вы получаете бесконечную своеобразную энергию, так скажем, для управления вашими событиями. И здесь вы уже точнее реализуете управление. То есть, если вы берете разовые импульсы, да, периодические, то есть, они и внутренние, и внешние одновременно, то вы получается, что можете получить управление, но в принципе может быть неустойчиво, да? То есть конечный результат, может быть, вас не очень он интересует как бы в жесткой конкретной форме. Но когда речь идет о макроспасении и об обязательном уровне, например, того, чтобы не допустить возможную глобальную катастрофу, то получается, что здесь нужен именно устойчивый, именно системный уровень. Так вот, это стационарное свечение, то есть постоянное действие точно такое же, как действует Бог. И в связи с этим мы получаем здесь такой уровень, следующего знания, так скажем, что именно знание, точное знание например, ситуации, это и есть на самом деле сразу же разделение на внешний и внутренний мир, а значит создание всей реальности в данный момент. То есть точное знание — это фактически один из уровней восприятия макросоздания мира в данный момент, включая всех людей, включая то, что делает Бог и так далее. То есть знания более выявленные, нежели, например, скажем так, какое-то количество событий в этом мире. Можно просто взять и настроиться на все события мира, но это будет только локальное, часто очень небольшое знание, даже если это все знать в данный момент. А в данном случае речь идет о том, что проявлены системы именно будущего развития. Вот точное знание — это учет будущего, значит построение будущего. То есть зачем Бог дал человеку, например, будущее событие, разнообразные события, чтобы человек развивался точно, в соответствии с тем, каким является Бог с точки зрения вечного развития. И получается, что отсюда ясно, что будущее человека создано как система внешняя, для человека, и поэтому познание будущего — это есть практически реализация внутреннего мира. То есть в будущем находится реализация внутреннего мира человека, как бы внутренней системы, не обязательно только одного, например, духовного мира. Но получается, что тогда будущее становится понятным с точки зрения управляемости. Внешняя структура содержит события реализации, а внутренняя структура стремится к реализации. То есть при совмещении, при этих структур, при движении в сторону бесконечного развития, вы имеете очень четко слаженную траекторию, причем такую, которая как бы создана специально для вашего мира, то есть для вашего уровня развития. И когда вы начинаете это видеть, то вы видите, что мир фактически он создан как бы для вас часто индивидуально, так скажем, в области совмещения внутреннего и внешнего мира, то есть там, где идет как раз-таки активный процесс познания. Знание индивидуальное, и поэтому вы воспринимаете мир как индивидуальную систему. Поэтому вы можете распознать эту систему и управлять ею. Если бы вы воспринимали только как стандартная, как бы обобщенная система, то получается как тогда выработать подход. Когда система индивидуальна, она контролируемая. Это лично ваше, и вы можете сделать движение душой, например, телом, духом, сознанием и получить элемент управления. А если это внешняя система, то там существуют внешние связи.
там надо, во-первых, эти связи изучить. То есть в рамках бесконечного развития получается, что любая внешняя система — это уже жесткая конструкция, которая практически не видоизменяется. И достаточно одной только системы связи дополнительной, как мир становится сразу жестким. Поэтому внешние предметы, они часто бывают жесткими. Ну, имеется в виду там плотная поверхность планеты и так далее. А когда вы начинаете смотреть, как на эти системы повлиять, то, в принципе, ну, именно с точки зрения там, достижения вечного развития, то получается, что здесь опять вы изучаете духовный путь, то есть именно внутреннее состояние. Старайтесь создать уже внутреннюю реальность, такую, причем, которая обеспечивает управление внешней системой. То есть вы делаете такую же работу Бога, как Бог, который смотрит соответствие, то есть импульс, идущий от внешней системы, должен создавать здоровье человека. И вот когда вы видите вот эту периодичность, ну, скажем, в волновом таком или в посыле любви Бога к вам, то вы можете очень хорошо восстанавливать, например, здоровье тем действием, что вы именно распознаете, где с внешнего мира к вам идет уровень, ну, например, там, вашего счастья, вашего здоровья. То есть вы видите свои системы, то есть именно во внешнем мире, в огромном мире, но которые индивидуальны для вас, есть, ну, своеобразные, там, похожие, скажем, на некие облака, или там, как они больше похожи на как бы элементы пара некого по цвету. Эти системы, они двигаются в вашем направлении и создают элемент вашего развития. То есть вы видите, что внешний мир, взаимодействие, ну, именно в системе, предположим, внутреннего управления, то есть во взаимодействии, скажем, с внутренним состоянием, да, или с внутренними задачами, внешний мир создает практически, да, с точки зрения внешнего наблюдения, вас, ваше физическое тело, но если посмотреть дальше, то внешний мир создаете вы, опять же, для себя. То есть личность вырастает, значит, личность развивается. И вот вертикальный уровень роста, да, скажем, ну, то есть следующий уровень знаний, это есть формирование именно всеобщего знания. Для чего человеку нужно, значит, видеть, как формируется, предположим, он сам за счет своих действий, и как он формирует свой мир, ну, не только, скажем, путем следующего, более внешнего действия и так далее, но и как эти внешние системы периодически пересекаются с системами других людей. Поэтому понятно, когда все смотрят в кинотеатре кино, они видят одно и то же. Потому что система восприятия, значит, создана так, что люди, значит, ну, как бы договариваются на уровне души, что существует совершенно четко физически правильные системы, и которые, причем, статичны и однотипны восприятие. Вот поэтому здесь совершенно ясно, что Бог создал человека только именно на факте его согласия человека о создании самого человека. То есть это абсолютно, опять же, свобода человека проявилась. Не просто Бог взял, например, да, создал, а потом только стал задавать вопросы, как он хотел быть созданным человеком, или, может быть, он, например, хотел иметь какие-то иные качества. А здесь, получается, и качество, и место, и точность совершенно четко определены тем, что этого захотел сам человек. И когда вы начинаете вот эту структуру распознавать, то есть внутреннее, да, желание человека и внешний мир, ведь как только существует какой-то внешний объект, сразу ясно, что существует человек. То есть элемент любого внешнего мира, элемент того, что ну, рассмотреть восприятие присутствия Бога, ясно, что человек сразу существует. Потому что тогда он как бы своим внутренним движением, ну, который этот элемент, он еще, в общем-то, не раскрыт, как бы, да, человек еще, например, не создан, но уже есть внутренний мотив, потому что есть аналогия Богу. Получается, человек пришел к Богу сам. И элемент, как вот его создание, это есть совместное творчество, да, совместная деятельность по организации именно бесконечного мира.
Поэтому, по большому счету, никто людей там особенно не заставляет, это их личное желание изначально. И когда вот это вот совмещение внутреннего и внешнего для человека и Бога становится однотипным, то получается, что управление может быть совершенно таким, ну, как бы даже сверхмощным, быстрым, точным и так далее. И вот на этом уровне можно достигать действительно управления совершенно гармоничного и устойчивого. То есть, в общем-то, даже такого как бы радостного управления от совмещения различных систем в единую точку управления. То есть именно объемного, целевого и такого личностного, как вот действия свободной личности. А на этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.